История крестовых походов. Эта история начинается в конце XI века. Рыцари-крестоносцы, которые получили свое название из-за крестов, которые они нашивали на свои одежды, начали серию военных походов на Ближний Восток. Главной целью этих походов было завоевание Святой Земли и города Иерусалим. Всего было 8 основных походов, из которых успешными можно назвать только 3. Чтобы разобраться подробнее в причинах этих событий, вернемся на 1000 лет назад, в 33 год нашей эры. В те времена все Средиземноморье принадлежало Римской империи, которая господствовала на просторах от Атлантического океана до Каспийского моря. На востоке империи, в провинции Иудея, в городе Иерусалим, религиозном центре иудаизма, религии еврейского народа, под руководством Понтия Пилата проходил суд над Иисусом Христом, молодым пророком новой религии – христианства. Несмотря на все усилия, которые прилагал Понтий Пилат, чтобы спасти Иисуса от казни, народ требовал его смерти, которая была выгодна Синедриону, верховному органу иудейской религии. После казни Иисуса Христа Иудея и город Иерусалим стали священным местом для последователей Христа, христиан. Каждый христианин стремился совершить паломничество к Святой Земле. Несмотря на массовые гонения и запрет паломничества, последователи Иисуса Христа распространили христианство на все пространство Римской империи. И к началу IV века христианами уже были 10% населения империи. Первым императором, который сделал христианство господствующей религией в стране, стал Константин I Великий. Сам он, кстати, лишь на смертном одре отказался от язычества и крестился. А уже в 380 году христианство стало государственной религией Римской империи, благодаря чему число паломников к Святой Земле значительно увеличилось. Спустя 15 лет после этого Римская империя была окончательно разделена на западную и восточную части. Западная часть вскоре пришла в упадок и пала под ударами варваров, а восточная часть, более известная под названием Византия, просуществовала еще 1000 лет и даже ненадолго смогла захватить Рим и некоторые другие земли павшей Западной Римской империи, что было для нее смертельной ошибкой. Византия потратила на эти завоевания слишком много сил и к началу 7 века была ослаблена войнами на Западе. В 602 году началась тяжелейшая для Византии война со Второй Персидской империей, то есть с Ираном, союзником которого выступил Аварский каганат. Эта война длилась 26 лет. Ее начало было крайне неудачным для Византии. Иран завоевал Сирию, Анатолию, Левант, и в 614 году Иерусалим впервые лишился христианского контроля. Персы, придерживающиеся религии зороастризм, вывезли из Иерусалима главные христианские реликвии. А на севере, из-за Дуная, в Византию вторглись авары, в армии которых было немало славян, и опустошили Балканы, осадив Константинополь, столицу Византии. На 15-м году войны Византия потеряла Египет. Эту войну известный отечественный ученый Лев Николаевич Гумилев даже назвал мировой войной 7 века. Настолько ужасающими были ее последствия. Несколько лет авары разоряли Балканы, и только в 623 году Византии удалось заключить с ними мир взамен на тяжелейшую дань, которую империя уплатила аварам. Судьба улыбнулась Византии, ей удалось заключить союз с Западно-Тюркской империей, вместе с которой она пошла в наступление на Иран и выдворила персов со своей территории, захватив у них некоторые земли на Кавказе и в Восточной Анатолии. Иерусалим ненадолго вернулся под христианский контроль. Эта победа далась Византии очень тяжело. Обе воевавшие империи, измученные войной, были настолько ослаблены, что не заметили, как на юге возникла новая угроза. На землях Аравийского полуострова новым пророком Мухаммедом были объединены арабские племена и создан арабский халифат. Его последователи называли себя мусульманами, а свою религию – ислам. Ни Византия, ни Иран не могли противостоять мусульманам, и те в свою очередь захватили их бывшие провинции, одна за другой. И в 641 году мусульмане впервые захватили Иерусалим. И с тех пор целых 4,5 века Иерусалимом владели мусульмане. Арабский халифат был тогда в расцвете сил, и христиане были не в состоянии отвоевать Святую Землю. К счастью, арабы проявили огромную терпимость к христианским паломникам, продолжавшим посещать Иерусалим и после мусульманского завоевания. Иран был полностью захвачен арабами, а вот Византии с трудом, но удалось остановить их продвижение в горах Анатолии.
Дальнейшая экспансия арабов проходила на запад, через Северную Африку в Испанию. И только столкнувшись с государством франков, их дальнейшее продвижение в Европу остановилось. Государство франков в ту пору было сильнейшим в Европе. И после того, как в 751 году лангобарды отвоевали Рим у Византии, франки отняли его у лангобардов и создали папскую область, государство для римских пап. Успех арабского халифата был ошеломляющим, ведь за относительно короткий временной промежуток арабам удалось захватить территорию в 11 миллионов квадратных километров. Только уже спустя 30 лет после достижения максимальной площади в арабском халифате началась гражданская война, по итогам которой династия Омейядов была свергнута аббасидами. Омейяды смогли сохранить свою власть только в Испании, которая отделилась от халифата, и где был создан Гордовский эмират. Немного позднее отделилась Марокко, куда бежали недовольные властью аббасидов. Далее отсоединился Тунис. А затем, спустя 100 лет, халифат стал бесконтрольно распадаться. Аббасиды пытались держаться за былую славу своих предков и даже временно вернули под свой контроль Египет и Левант. Только процесс было уже не остановить. И к концу X века от огромного халифата остались только земли в Месопотамии и Иране. На Западе, наоборот, проходила консолидация власти и укрепление государств. В 962 году на основе Восточно-Франского королевства была создана Священная Римская империя, которая олицетворяла единение императора Запада и Папы Римского, симбиоз церкви и государства. У Папы Римского появилось больше рычагов влияния, и его власть крепчала. Тем временем в Византии дела шли не очень хорошо. Из-за постоянных войн с болгарами византийское присутствие на Балканах ограничивалось лишь Восточной Фракией, Пелопоннесом и островами Эгейского моря. Лишь призвав на помощь Святослава Рюриковича, византийцы его руками разбили Болгарию, и вскоре ослабленная Болгария вернулась под контроль Византии. На востоке Византия, воспользовавшись распадом арабского халифата, вернула Армению. Казалось, дела налаживаются. Только с востока пришла новая угроза. В 1040 году турки-сельджуки захватили Иран и вскоре подчинили себе аббасидский халифат. Византия была в опасности. И уже в 1072 году Иерусалим и Святая Земля попали под контроль турок-сельджуков. После этого начались серьезные притеснения христианских паломников в Иерусалиме. Турки-сельджуки, в отличие от арабов, отличались фанатизмом и нетерпимостью. Многие христианские святыни были разрушены. Паломничество для пилигримов стало очень опасным. Сельджуки, не остановившись на достигнутом, продолжили наступление на Византию. И им удалось то, что не получилось у арабов – захватить Анатолию. Положение Византии было крайне тяжелым. Страна лишилась большей части Анатолии, своего ключевого региона. В сложившихся условиях византийский император Алексей I Комнин в 1094 году запросил помощи у Папы Римского. Папа Римский Урбан II откликнулся на призывы византийского императора и в 1095 году на Клеромонском соборе произнес знаменитую пламенную речь, призывающую правоверных христиан отправиться в поход на Ближний Восток и освободить Святую Землю от владычества мусульман. Отправиться в поход было решено в августе 1096 года. Помимо Урбана II особо отличился в проповедовании крестового похода монах-отшельник Петр Амьенский, или как его называли в народе, пустынник. Именно благодаря его усилиям крестовый поход стал массовым. Не дождавшись официальной даты начала похода, пустынник и его люди, а это по разным оценкам от 100 до 300 тысяч человек, выдвинулись к Святой Земле. Начался первый этап первого крестового похода – крестьянский крестовый поход. В своей массе участники этого похода были крестьянами и безземельными рыцарями, плохо вооруженными, без лошадей, без провизии, с женщинами, детьми и стариками. Воевать такое войско не умело. Выдвинувшись из Северной Франции, крестьяне-крестоносцы добрались до Германии, где решили потренироваться перед войной с мусульманами на местных евреях. Обвинив еврейскую диаспору в распятии Иисуса Христа, которое было более чем 1000 лет назад и к которому тогдашние евреи не имели никакого отношения, крестоносцы, тем не менее, решили им отомстить. Пустынник и его люди вырезали еврейское население в Священной Римской империи целыми кварталами. Крестьяне-крестоносцы предлагали еврейскому населению два варианта – или принять христианство, или умереть. Большинство евреев предпочло второе. Эти события получили название «Германский крестовый поход». Разобравшись без особого труда с евреями, крестоносцы продолжили свой путь в Иерусалим, пройдя через Венгрию и Византию, по пути грабя и мародерствуя. До Константинополя удалось добраться примерно половине крестоносцев.
Перед императором Византии Алексеем Камнином предстала голодная, измученная и безоружная толпа, которую сложно было назвать армией. Поговорив с предводителем крестоносцев, пустынником, император посоветовал ему дождаться настоящих рыцарей-крестоносцев, но посмотрев на поведение крестьян, которые принялись мародерствовать в Константинополе, Алексей Камнин переправил их через Босфор в Анатолию, по сути, отдав их на растерзание сельджукам. Встав лагерем близ Цивитота, крестьяне стали разбредаться по округе в поисках добычи, и несмотря на уговоры пустынника, крестоносцы разделились. Одна часть, примерно 20 тысяч человек, двинулась в путь на город Никея, столицу румынского султаната, а оставшиеся, это примерно 40 тысяч человек, остались в лагере или разбрелись по округе. Пустынник потерял над ними какую-либо власть и под предлогом доставки провианта вернулся в Константинополь, тем самым спас себе жизнь. Та часть крестоносцев, которая вышла в путь на Никею, по пути захватила крепость Ксерия-Гордон и, приблизившись к Никее, разорила округу. В ответ турки послали 5000 кавалеристов, чтобы навести порядок в своей стране. Увидев приближение турок, крестьяне заперлись в крепости Ксерия-Гордон. Турки, не став штурмовать крепость, подождали неделю, пока у крестоносцев закончится вода, и в результате те сдались. Перед крестоносцами поставили выбор – или принять ислам, или умереть. Большинство выбрало второе, и первый отряд крестоносцев был уничтожен. Далее, пойдя на хитрость, турки послали в лагерь крестоносцев у Цивитота 2 шпионов с новостью, что первый отряд крестоносцев якобы взял Никею. И, обрадовавшись данной вести, оставшиеся крестоносцы двинулись в путь. По пути их поджидал все тот же 5000-ный отряд. Попав в засаду, крестьяне-крестоносцы в битве при Цивитоте были уничтожены. Спастись удалось лишь 3000 человек, которые заперлись в заброшенном замке. Турки осадили этот замок, но подоспевшие византийцы сняли осаду и спасли этих несчастных. Таким образом, крестьянский крестовый поход с треском провалился. В августе 1096 года, как и было изначально говорено, в крестовый поход выступили настоящие профессионалы. Рыцари-феодалы, тяжело вооруженные кавалеристы с осадными орудиями, с обозом и провиантом, в сопровождении своих вассалов и оруженосцев. Численность рыцарей была всего 7000 человек, плюс 30 тысяч пехотинцев. Но эти люди посвятили всю свою жизнь войне и обладали значительным опытом. Рыцарское воинство было крайне неоднородно. Из Прованса выступили французские рыцари под руководством графа Раймунда Тулузского. Вместе с ним отправился в поход также представитель Папы Римского Адемар Монтельский. Из Южной Италии выступили норманны, которые в те годы ее контролировали. Их возглавили князь Боумент Таренский и его племянник Танкред. Трое братьев, Готфрид, Эсташ и Балдуин Булонские, вассалы Священной Римской империи, повели за собой рыцарей Лотарингии. Из Фландрии выступили рыцари под руководством Роберта Фландерского, а рыцари английской Нормандии возглавил Роберт Нормандский, кстати, сын Вильгельма Завоевателя. Из Парижа в поход отправился другой отряд французских рыцарей под руководством сына короля Франции Гуго Вермандуа, который, кстати, приходился внуком Ярославу Мудрому. Крестоносцы двигались различными путями, и в итоге все встретились в Константинополе, где присягнули верности императору Византии Алексею Камнину, пообещав вернуть ему все земли, которые они смогут отвоевать в своем крестовом походе. Перед отправкой крестоносцев в Малую Азию византийский император провел небольшой инструктаж, как бороться с сельджуками, но возглавить их отказался. В мае 1097 года крестоносцы подошли к Никее и осадили ее. Правитель румынского султаната Кылыч Арслан бросился на помощь городу, но был разбит неожиданно большой армией рыцарей. Осада Никеи продолжалась месяц и могла бы продолжаться гораздо дольше, если бы не подоспевшее византийское войско, которое блокировало город со стороны озера Аскания. В итоге гарнизон Никеи предпочел сдаться византийцам, которые вошли в город в тайне от крестоносцев и не пустили их внутрь. Войско крестоносцев продолжило путь далее, и к ним присоединился византийский отряд под руководством Татикия. На их пути снова храбро встал правитель румынского султаната Кылыч Арслан. Ему удалось собрать войско в 8000 человек, но он был не в силах противостоять 40-тысячной крестовой армии, и в битве при Дарилее был наголову разбит. Армия румынского султаната была разгромлена, и путь в Сирию был открыт. Дорога, однако, была не из приятных. Кылыч Арслан после отступления, прибегнув к тактике выжженной земли, сжег и уничтожил все, что успел.
После прохода Киликийских врат армия крестоносцев разделилась. Балдуин Булеонский отделился и вместе со своим отрядом отправился к Евфрату, где недавно освободилось из-под власти сельджуков Эдесское княжество. Там он вошел в доверие к местному правителю Торосу Эдесскому, и тот сделал его своим наследником. В скорости при загадочных обстоятельствах Торос погибает, и Балдуин становится правителем Эдессы, первого государства крестоносцев на Ближнем Востоке. К октябрю 1097 года армия крестоносцев подошла к Антиохии. Это был крупный и хорошо укрепленный город, который взять штурмом было практически нереально. Началась длительная осада, которая продолжалась полгода. Византийцы покинули крестоносцев во время осады и уплыли на Кипр. Этот шаг послужил поводом для последних считать клятву, данную византийскому императору, недействительной и не возвращать ему захваченные земли. В мае 1098 года из Масула на помощь осажденной Антиохии во главе огромной армии вышел эмир Кербога. На пути Кербоги стояла Эдесса, где укрывался Балдуин Булеонский. Кербоге не удалось сходу взять Эдессу, и потратив 3 недели в безуспешных попытках ее захватить, Кербога решил не терять зря время и двинулся дальше к Антиохии. Узнав о приближающейся армии сельджуков, крестоносцы решили во что бы то ни стало захватить Антиохию. Боемонт Таренский пошел на хитрость и договорился с остальными крестоносцами, что тот, кто первый во время штурма проберется в Антиохию, тому она и будет принадлежать. Втайне от других герцогов Боемонт договорился с одним из приближенных коменданта Антиохии, Фейрузом, богатым армянином, чтобы тот пустил их в город во время штурма. И только благодаря Фейрузу крестоносцы смогли войти в Антиохию 2 июня 1098 года и захватили практически весь город. И уже через 4 дня к городу подошла армия сельджуков. Крестоносцы заперлись в Антиохии, и теперь уже они стали осажденными. Положение крестоносцев было тяжелым, запасы воды и провизии были на исходе. Осада продолжалась 3 недели. Один из участников похода обнаружил в Антиохии святое копье, которым пронзили Иисуса Христа на кресте. Воодушевившись находкой, крестоносцы вышли из города и приняли бой с армией Кербоги. Битва была выиграна. Боемонт Таренский основал в Антиохии второе государство крестоносцев – Антиохийское княжество. В войну крестоносцев с сельджуками вступила третья сторона. Армия Фатимидского халифата в июне 1098 года захватила город Иерусалим у сельджуков. Фатимиды пытались договориться с крестоносцами о разделе Палестины и хотели оставить Иерусалим себе. Крестоносцы отказались от этого предложения и в январе 1099 года продолжили свой путь к Иерусалиму. Крепости, которые встречались на их пути, крестоносцы обходили стороной. Силы времени на их осаду они уже не имели. И к 7 июня 1099 года армия крестоносцев достигла Иерусалима и осадила город. Наместник Фатимидов в Иерусалиме Ифтихар заранее подготовился к приходу крестоносцев. Он изгнал из города всех христиан, чтобы не получилось как в Антиохии, и отравил все близлежащие источники воды, что очень усложнило крестоносцам осаду города. Первый штурм Иерусалима 13 июня закончился неудачей. 17 июня на помощь крестоносцам прибыл Гульельмо Эмбриако, генуэзский купец, один из основателей Генуэзской республики, кстати. Он пополнил запасы продовольствия крестоносцев, и из древесины, снятой с его кораблей, были построены осадные машины и башни. 13 июля крестоносцы пошли на последний штурм и в течение 2 дней смогли захватить Иерусалим. Здесь, в Иерусалиме, было основано третье государство крестоносцев – Иерусалимское королевство. Его первым правителем стал Готфрид Булеонский, объявивший себя защитником гроба Господня. Фатимиды, не смирившись с потерей Иерусалима, попробовали его вернуть. Они собрали армию в 20 тысяч солдат и выдвинулись против крестоносцев, которых, кстати, осталось всего 10 тысяч человек. Но в битве при Аскалоне крестоносцы разбили фатимидскую армию, защитив свое новое королевство. На этом первый крестовый поход считается оконченным, и большинство его участников, завершив паломничество, возвратились в Европу. Защищать Святую Землю остается только 300 рыцарей и 2000 пехотинцев. Первый крестовый поход был самым успешным. Были образованы новые христианские государства на Ближнем Востоке, отвоеван Иерусалим. Значительно ослаблена Сельджукская империя, которая в скорости начала распадаться. Крестоносцы, окрыленные своими победами, с энтузиазмом принялись обустраивать новообразованные государства и расширять свои владения.